Всем привет! Спасибо, что зашли. Это канал Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я хочу познакомить вас с еще одной жемчужиной азербайджанской национальной кухни. Это джизбыз. А что собой представляет джизбыз? Это жаркое из бараньих потрохов, которое жарится на внутреннем жире. Сразу приступая к делу, а перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, укажу внизу под видео. Отделяю внутренний жир от потрохов, режу на маленькие кусочки, мою и отправляю его в сотейник. После сотейник поставлю на достаточно низкий огонь. Если честно, идеальный вариант приготовления джизбыза – это джизбыз, приготовленный на природе на костре и на очень большом огне. Но я, к сожалению, сегодня не могу себе это позволить, потому что если я приготовлю сейчас джизбыз на большом огне, то после этого мне придется затеять дома генеральную уборку. Так как все будет в жиру, а запах будет стоять по всей квартире на несколько дней. Поэтому мне приходится поставить сотейник на достаточно низкий огонь, закрыть крышку сотейника и включить аспиратор. А пока растапливается в сотейнике внутренний жир, я подготовлю потроха. То есть режу их на мелкие кусочки. Небольшие, по 1,5-2 сантиметра. Вот такие вот кубики. После чего помою их и положу в дуршлаг, чтобы вода стекла. Я начну с печени, но это не принципиально важно. Разрезаю ее на маленькие кусочки по 1,5-2 сантиметра. Для удобства режу печень сперва в пласты, затем в кубики. Я предварительно сняла с печени пленку. Также удаляю всякие прожилки, если они попадаются. Все, печень готова. Откладываю ее в сторону. Теперь перехожу к легким. Их тоже разрезаю в кубики. Вот примерно такого же размера, как печень. Сперва разрезаю легкие в пласты, а затем в кубики по 1,5-2 сантиметра. Друзья, как вы видите, джизбыз готовится из самых обычных и доступных продуктов. Это достаточно бюджетный, но в то же время вкусный и полезный обед. Но в то же время, несмотря на свою бюджетность, джизбыз хороший источник макро- и микроэлементов. Джизбыз также подойдет как сытный и плотный завтрак. В сердечке могут быть какие-то сгустки крови. Их обязательно надо бы удалить. А дальше также сперва разрезаю сердечко в пласты, затем в кубики. Вот так же, примерно по 2 сантиметра. Друзья, еще хочу отметить, что джизбыз надо кушать исключительно в горячем виде, иначе жир остывает и кушать его становится невозможно. Да, кстати, к нему можно и нужно подавать соленье. Или же какую-нибудь закусочку, например, из лука, как это сделаю я сегодня. Можно подавать закуску из редьки, как вариант. Так, сердце тоже готово. Теперь перехожу к почкам. В почках могут быть посторонние запахи, что может отразиться во вкусе обеда в целом.
Поэтому я разрезаю почки на маленькие кусочки, потом кладу почки в холодную воду, после чего эту воду несколько раз меняю, ну, каждый раз, естественно, промываю почки, чтобы посторонние запахи ушли. Иначе обед может приобрести очень неприятный запах, и кушать его будет невозможно. Кстати, с почек тоже надо снять пленку, удалить прожилки, если они попадаются. Все, почки тоже готовы. Я сразу же кладу их в воду и еще не раз буду воду менять. Естественно, каждый раз промывая почки. Идем дальше. Потроха в целом готовы к термообработке. Я их помыла и пока отложу в сторону. Теперь займусь луком. Я мелко нарезаю лук, но не так, чтобы очень. Лук нарезаю на маленькие перышки. Желательно, чтобы они были тонкими, но не обязательно, чтобы были маленькими. Затем чуть-чуть солю лук и мну его. Отчего лук становится вялым? Такой лук очень хорошо жарится. Внутренний жир растопился, и я отправляю в сотейник лук. Закрываю крышку, периодически помешивая, жарю лук до бледно-золотистого цвета. Затем отправлю в сотейник все потроха. Что ж, лук дожарился до бледно-золотистого цвета, уже можно отправить в сотейник потроха. Теперь на большом огне, но под закрытой крышкой, жарю потроха примерно час, ну, может быть 50 минут, вот как-то так. Джизбес почти готов, и я отправляю в сотейник картошку. Естественно, предварительно я ее почистила, помыла и нарезала на кубики. Друзья, наверняка истинные ценители джизбыза назвали бы мой сегодняшний обед не джизбызом, а а-ля джизбызом, или же джизбыз фасон. Но еще раз повторюсь, что в городских условиях большего я себе позволить не могу. И поэтому сегодня решила поделиться своим опытом, как можно даже в городских условиях приготовить ну хотя бы вот такой вот джизбыз. Он на порядок уступает классическому джизбызу, но в то же время как вариант очень даже вкусный. Так, по ходу приближаемся к финальным аккордам. И я готовлю закусочку из лука, которая прекрасно подходит к мясным блюдам, в том числе жаркое из бараньих потрохов. Я нарезаю лук кольцами, солю его, сверху насыпаю сушеную мяту, выжимаю гранат и все хорошенечко мешаю. Уверена, что многие из вас узнали эту закуску. Наверняка постоянные зрители канала узнали эту закусочку, рецептом которого я делилась в одном из предыдущих видео. Однозначно, лучше всего эта закусочка получается из красного лука, но как вариант сегодня я его приготовила из самого обычного белого репчатого лука.
самом конце, буквально за 5-6 минут до того, как сниму чизбыз с огня, солю и перчу его. Из пряностей добавлю только красный и черный перец. И все. Вуаля! Чизбыз готов. Я кладу чизбыз в посуду и в горячем виде подаю его на стол. Друзья, а попробуйте приготовить чизбыз в городских условиях, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Чизбыз прекрасно подходит как горячий сытный завтрак или же как плотный обед. Друзья, огромное спасибо, что провели со мной эти 11 минут. Спасибо за вашу поддержку и за ваши комментарии. Я всегда открыта к общению, и мне безумно нравится читать ваши комментарии. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые практичные и вкусные видеорецепты от Вуаля Ас. Или просто заходите в гости. Я и рада, всегда вам рада. Пока-пока. И до новых встреч.